Как вам уровень White Jungle в Sonic Adventure 2? Вот мы вам показали, как играют по-настоящему крутые игроки в Sonic Adventure 2. И, кстати говоря, мы сегодня еще пройдемся обязательно по части гейминга. У нас еще сегодня также заявлен четвертьфинал по Sonic Mania, он будет позже. И потом, в течение завтрашнего дня, мы постепенно подберемся к финалам, и вы увидите просто супер высший пилотаж самых лучших российских игроков в этих дисциплинах. Ну а мы идем дальше. Помимо официальных игр, мы уже сегодня говорили про фанатские, про разного рода фанатские проекты, и некоторые из них также заслуживают особого внимания, такие как фан-игры и фанатские хаки. Как вы знаете, хак — это когда берут уже существующую официальную игру, ее разбирают на кусочки, изменяют там палитру, музыку, уровни, персонажей, что угодно, и делают какой-то, иногда до неузнаваемости, совершенно новый, уникальный продукт. И одни из таких деятелей — это наши с вами соотечественники, участники SuperSonicCon 2019, вы могли видеть их презентацию на сцене в прошлом году, а также участники выставки Sage 2019 и Sonic Hacking Contest 2019, кстати, где они заняли первое место по мнению комьюнити. Это Hardline Team, которые разрабатывают масштабный сониковский хак Sonic Hellfire Saga, который выглядит как совершенно безумный кроссовер Соника с рядом игр с таким совершенно адским, мощным, демоническим антуражем, с оригинальной музыкой, кстати, которую исполнил в том числе Джерри Тревино, которого вы сегодня слышали. Пишите нам в комментариях, отправляйте нам донаты, пишите, как вам сегодняшний стрим, как вам сегодняшние выступления и сегодняшние игры. А мы плавно переходим к команде Hardline Team и их хаку Sonic Hellfire Saga на Super SonicCon Online. Hellfire Saga — это фанатский некоммерческий проект по вселенной Соника с крайне неординарными идеями и решениями для своей области. Особенность проекта заключается в скрещивании мира Sonic the Hedgehog с атмосферой готики, ужасов и мистики, выражающейся в виде преисподней с ее демонами. Игрок в роли всеми любимого синего героя отправляется в эпическое опасное путешествие в царство вечной тьмы. Проект вдохновлен сериями игр Castlevania, Ghosts and Goblins, Warcraft, Heroes of Might and Magic и любовью к фэнтези-сеттингу вообще. Любителям темного фэнтези, инквизиции и борьбы с потусторонним злом проект точно придется по вкусу. Слово предоставляется команде разработчиков Hardline Team. Hardline. Игра создается на основе модифицированного гибридного движка игр Sonic the Hedgehog и Sonic the Hedgehog 3 Knuckles. Все, за что мы так любим игры про синего ежа на платформе Sega Mega Drive, здесь представляет в улучшенном дополненном виде. Движок максимально доработан, чтобы всегда выжимать из приставки максимальные возможности, сохраняя стабильную частоту кадров. Весь код пишется на ассемблере процессора Motorola 68000, одного из самых передовых процессоров своей эпохи, что является отличительным знаком платформы. Ассемблер — это самый низкоуровневый язык в принципе, который является самым близким к железу языком, то есть команды ассемблера максимально похожи на машинные команды. Вследствие этого язык очень легко выучить, но программировать на нем довольно сложно. Даже самая простая программа здесь может занимать монструозные размеры. Но разработка игры — это не только язык программирования. Спрайты, например, или уровни, имея под собой вполне графические основы. Сохраняются они в виде тайловых массивов, сжатыми одним из нескольких алгоритмов. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы и отлично подходит для реализации различных задач. Затем в процессе игры они проходят разжатие и в таком виде тайлов помещаются в видеопамять. Различные объекты и макеты уровней обращаются к ней, выбирают свой кусок, отведенный кодом, и, используя алгоритмы отображений, собирают свое графическое воплощение. И это только техническая часть. Не стоит забывать, что разработка также включает в себя создание контента, то есть уровней, а еще графики для них.
Последнее представляет особенную проблему, поскольку консоль способна отображать только определенные цвета и только определенное количество этих цветов за раз. Но даже если арт уровня нарисован и соответствует ограничениям, далеко не факт, что он войдет в игру в таком виде, в котором был изначально сделан, ведь у консоли существенные ограничения видеопамяти. Если арт не влезает, это создает работу и художнику, и программистам в виде задачи оптимизации использования памяти. Через много итераций проходят и сами уровни. Разработка началась в 2017 году, буквально на следующий день после того, как я завершил свой предыдущий проект Sonic House Quest Ultimate. Благодаря помощи, полученной тогда от участника команды Hardline ZB768, я приобрел огромный опыт в реализации объектов на ассемблере. У меня сразу родилась идея замиксовать вместе то, что раньше почему-то никто не делал. ZB768 был очень заинтересован новой идеей и с самого начала разработки оказывал мне поддержку. Итак, к 2018 году вышла первая демо-версия проекта, которая смогла завоевать много трофеев на конкурсе Sonic Hacking Contest. Поскольку потенциал игры был огромный, Hardline Team предложил мне войти в их состав, чтобы в командной разработке довести проект до идеала. Я с радостью согласился. В проекте Hellfire Saga участвует рок-музыкант из Невады Джерри Тревино. Некоторые из музыкальных треков написаны им. Причем при портировании в 16-битный формат композиции звучат ничуть не хуже. Оригинальная музыка — это круто, но что насчет оригинального сюжета? Да, у игры имеется сюжет. Мы стараемся его воплотить не только визуально, но и также в формате диалогов, чего, если вы помните, в классическом Сонике не было. Раскрыть больше деталей мы не можем, поскольку там есть определенные сюжетные повороты, которые спойлерить мы не будем. Версию можно скачать на нашем сайте Hardline Team. На нем можно также ознакомиться и с другими проектами нашей команды. Изначально релиз планировался на 2020 год, к моменту проведения Super Sonic Con 2020. К сожалению, жизнь испортила наши планы, но теперь мы точно уверены, что релиз состоится в следующем году во всей красе. Следите за новостями на наших интернет-ресурсах. Я могу пожелать всем просто не опускать руки и двигаться вперед, осматриваясь на другие хорошие проекты и получать вдохновение от них. Совершенно чумовая презентация, и ребята из Hardline Team сегодня у нас на Super Sonic Con. С нами Владислав Саватеев и Егор Кузнецов, главные разработчики всего этого дела. Ребята, расскажите нашим зрителям, как вообще вам пришла в голову идея такого безумного хака и вообще с какими играми этот кроссовер, откуда все эти спрайты безумные? Егор, тебе слово. На самом деле у нас есть член команды Hardline Team Никита Вельтищев, и он придумал эту идею насчет совмещения Castlevania и Соника. Нам показалась эта идея реально крутой и очень безумной, и поэтому мы решили помочь ему с этим проектом. Да, этот хак, получается, он был на
Sony Hacking Contest 2018 года, и нам очень понравился этот хак, и мы предложили ему нашу помощь в дальнейшей реализации всей задумки и улучшения. Ну, то есть изначально это был как бы проект одного человека, и теперь это уже большая такая международная как бы команда разработчиков. Отлично, это очень классный прогресс. На Sonic Hacking Contest 2019 года вы получили первое место, по мнению комьюнити, за Hellfire Saga. Вообще расскажите, как попала эта версия игры на этот конкурс, и вообще как вам все понравилось, как люди ее приняли? На самом деле мы очень просто попали на Sonic Hacking Contest. Там есть сайт, и заранее в определенные сроки выкладывается демо-версия или полная версия игры. И после этого... Громче. А я знаю, в чем дело сейчас, дорогие зрители. Я сейчас поправлю. Я знаю, в чем дело. Поправление микрофона. Поправление микрофона в прямом эфире, конечно. Ну, после этого мы заполнили страницу, выложили крутые скриншоты и, так сказать, пустили это в ход. И, на удивление, многим людям это очень зашло. Первое место и куча различных трофеев, мы были просто в огромной радости. И, слушайте, в том же году, в прошлом году вы же были и на прошлом SuperSonicCon 2019. Да. Как вам это было и как там ребята восприняли, как зрители восприняли? Было шикарно. Мы очень... Вы же выпускали еще, вы же участвовали в выпуске чего-то на картридже еще тоже, об этом можете рассказать. Жалко, что у нас нету картриджей. У меня на самом деле в сумке я не подготовился. Подготовка к SuperSonicCon 2019 года шла просто безбашенными темпами. Мало того, что мы готовились показать всем Hellfire Saga, ту версию, которая у нас была к тому моменту, также мы представили людям, которые там находились, сборник наших хаков, которые Егор мне сказал, надо объединить их все в одно. Все 4 в одно. Мистер Капиксель нарисовал нам классный дизайн всего картриджа, ну, всего интерфейса внутри. И мы все скомпоновали, и потом написали текст, написали презентацию, все скомпоновали и выступили. Но людям явно понравилось. Я прям видел, как они на нас с восторгом смотрели, и им было очень интересно. Класс, это очень хорошо. На самом деле, действительно, вот эта самая энергетика фанатского конвента, которая была в прошлом году, мы надеемся, что хотя бы частичка ее в этом году тоже транслируется в этом онлайне, и обязательно она будет в следующем году. Ребята, расскажите о планах на этот год. Насколько я знаю, нынешний стейдж, вот юбилейный, вы пропустили, но будет ли что-то на Sonic Hacking Contest и, может быть, что-нибудь еще? К сожалению, в этом году у нас так сложились жизненные обстоятельства, что мы не успели подготовить финальную версию, в принципе, к SuperSonicCon. Мы планировали это сделать. Но зато будет стрим. Зато будет стрим Sonic Hacking Contest. Да. И мы очень постараемся успеть в срок сделать новую демо-версию Hellfire Saga с новой зоной. А когда это, кстати, будет? Что за срок? Срок, если не ошибаюсь, это был октябрь, да. 20 октября. У вас не так уж и много времени, на самом деле, потому что хороший проект, он всегда требует времени. Слушайте, еще интересный вопрос, он тоже относится, безусловно, к планам на будущее. После презентации Hellfire Saga, которую сейчас увидели все наши зрители, они увидели также какой-то таинственный тизер. Вы можете пару слов или, может быть, чуть больше сказать, что это такое было и что с этим делать? А то от меня все это Да, на самом деле мы держали от большинства команды это все в секрете. Возможно, некоторые сейчас сидят в шоке и не понимают, что происходит. На самом деле мы таким образом анонсировали нашу инди-игру. И мы в этом трейлере закрыли очень много интересных секретов, которые можно разгадать, если внимательно посмотреть или послушать. Я так и знал. Да. То есть там все важно, в общем, на все нужно Да, обратить внимание. надо на все обращать Где внимание. после сегодняшнего можно будет посмотреть? В ваших соцсетях наверняка. Да, можно Даже на паблике наших можно сетях будет посмотреть. посмотреть. Подписывайтесь на Паблик Hardline, да, ВКонтакте. Да, вы наверняка видели репосты в нашей группе ВКонтакте SuperSonicCon. Там на ссылке где-то должны А были если не остаться. видели, то мы репостнем, и ссылки останутся. И, в общем,
классная идея поддержать ребят. Спасибо вам большое за вашу игру, за ваш труд. Спасибо вам за то, что вы были сегодня. И я надеюсь, что вскоре уже Hellfire Saga увидит свет. Кстати, когда, может быть, примерно какой-то окончательный релиз будет, какой-то, хотя бы в каком году? В следующем году мы уже наметили конечную точку следующий год. А Мы может быть и даже на физносителе. Да, может быть и на физ-носителе. Это супер-мега спойлер. Слушайте, еще раз спасибо большое. А мы идем дальше. В этом году выставка Sonic Amateur Games Expo. Женя, что ты хочешь сказать? Может быть, рекламная пауза? После которой мы перейдем к Sonic Amateur Games Expo. Я обязательно хотел это сказать. 2020 юбилейная выставка, а сейчас небольшая рекламная пауза. И после этого Sage 2020 на Super Sonic Con Online.